Пакистан выпустил миллионы рыб в горные озера, и 5 лет спустя произошло нечто, чего не ожидал никто. Горные реки Гиндукуша, где рыба не водилась веками, вдруг превратились в рыболовные угодья мирового класса, а деревни, которые умирали от безработицы, стали зарабатывать больше, чем соседние города. Но это только начало. Потому что вместе с рыбой в горы пришло кое-что еще, и местные жители до сих пор спорят, было ли это самым умным решением в истории страны или самой дорогостоящей ошибкой. В 2018-м правительство Пакистана запустило программу, которую многие биологи назвали авантюрой. В горные озера и реки провинции Хайбер-Пахтунхва завезли миллионы мальков форели, в воды, где эта рыба никогда прежде не жила. Ни в десятки озер, ни в сотни, в тысячи водоемов, одновременно разбросанных на высоте от 2 до 4 километров над уровнем моря. Логистика операции была абсурдной по своей сложности. Мальков везли на грузовиках по серпантинам, где асфальт заканчивался через 20 километров после последнего города. Дальше носильщики с баками на спинах, наполненными водой с кислородными баллонами. В некоторые озера добирались пешком по 12 часов. Рыбу несли живой, каждого малька длиной не больше пальца. Скептики указывали на очевидное. Горные озера Пакистана — это не шотландские реки и не норвежские фьорды. Вода там настолько холодная, что купаться в ней можно не дольше 5 минут без риска переохлаждения. Кормовая база практически нулевая. Насекомых мало, водорослей почти нет. Местные жители, которые прожили в этих горах всю жизнь, говорили прямо: рыба здесь не выживет, деньги выброшены на ветер. Государство потратило на первый этап программы около $8 миллионов. Для сравнения, годовой бюджет на здравоохранение всего района составлял примерно столько же. Критики в парламенте требовали объяснений, почему рыба, а не дороги, не школы, не больницы. Ответ чиновников был неожиданным. Они показали карту, и на карте была не рыба, а бедность. Район Читрал, долина Калаш, верховье реки Сват. Места, где средний годовой доход семьи не превышал $300. Места, откуда молодежь бежала в Карачи и Лахор, потому что здесь просто нечего было делать. Горы красивые, воздух чистый, виды потрясающие, но красотой семью не накормишь. Идея пришла из неожиданного источника. Пакистанский биолог Захид Хамид изучал опыт Норвегии и Новой Зеландии, где форелевое рыболовство превратилось в индустрию стоимостью в миллиарды. Он написал доклад: в пакистанских горах есть все необходимое. Чистейшая вода, низкие температуры, нетронутая природа. Не хватает только одного – самой рыбы. Доклад попал к нужным людям, и через 2 года началась операция, которую местные чиновники между собой называли безумием Захида. Первую зиму пережило около 30% мальков, значительно меньше, чем рассчитывали. Часть озер оказалась слишком мелкой и промерзала до дна. В других водоемах не хватало кислорода. Несколько партий рыбы погибло прямо во время транспортировки. Носильщики не рассчитали время перехода, и кислород в баках закончился раньше, чем они добрались до воды. Но 30% выжили и начали расти. Через год в контрольных озерах биологи поймали форель весом в полкилограмма. Через 2 года до рыбу весом больше килограмма. Это было необъяснимо. В такой бедной кормовой базе рыба не должна была расти так быстро. Позже выяснилось, что горные ручьи Хайбер-Пахтунхвы несут с собой огромное количество мелких ракообразных и личинок насекомых, незаметных человеческому глазу, но достаточных для форели. Захид Хамид оказался прав в главном: вода здесь идеальная. На 3-й год программы в горы приехали первые туристы с удочками. Первых туристов было немного, около 200 человек за весь сезон. Они приехали из Исламабада и Лахора заплатили заплатили за лицензию на рыбалку по $20 и поднялись в горы с телескопическими удочками в рюкзаках. Местные жители смотрели на них с недоумением. Люди проехали 8 часов по горным дорогам, чтобы поймать рыбу, которую можно купить на рынке за копейки. Но уже через 2 года картина изменилась полностью. В 21-м в район Читрал приехало больше 8 тысяч рыболовов-туристов. Они привезли с собой деньги, за ночлег, за еду, за проводников, за лошадей, за снаряжение. Деревня Бумбурет, где раньше единственным источником дохода было выращивание грецких орехов, за 1 сезон заработала на туристах больше, чем за предыдущие 5 лет вместе взятых. Параллельно разворачивалась вторая часть программы, о которой говорили значительно меньше. Пока туристы открывали для себя горную рыбалку, государство строило рыбоводные заводы прямо в горах. Небольшие промышленные предприятия, небольшие инкубаторы, где местные жители могли выращивать мальков самостоятельно и продавать их обратно программе. Завод в Мастудже занимал площадь меньше футбольного поля, но производил до 3 миллионов мальков в год. Технология была намеренно упрощена до предела. Никакого сложного оборудования, никаких специальных знаний, только бетонные бассейны, горная
питьевая вода и корм, который поставляло государство. Обучить местного жителя работе на таком заводе можно было за 2 недели. Именно это и делали. В каждом крупном селе отбирали несколько человек, обучали их в Пешаваре и отправляли обратно уже как специалистов. К 22 году в провинции работало больше 40 таких мини-заводов. Суммарно они производили около 20 миллионов мальков в год. В 10 раз больше, чем завезли в самом начале программы. Рыбу уже не нужно было везти из низин. Она рождалась прямо здесь, в горах, и расходилась по озерам пешими маршрутами, которые местные жители знали наизусть. Сам процесс зарыбления превратился в нечто совершенно неожиданное. Государство платило местным носильщикам за каждую партию мальков, доставленную живой. Платила немного, около $5 за рейс, но в районах, где других денег почти не было, это стало реальным заработком. Мужчины, которые раньше уходили на заработки в города, теперь оставались в деревнях и носили рыбу в горы. Причем носили аккуратно, потому что оплата шла только за живых мальков, и каждый знал, чем быстрее дойдешь и чем меньше встряхнешь бак, тем больше рыбы выживет и тем больше получишь. В районе озера Шандур, там, где каждый август проходит знаменитый матч по поло на высоте почти 4000 метров, форель появилась в 2021 году. Местный пастух Гул Назар рассказывал журналистам, что сначала не верил своим глазам. В озере, где он пас скот 20 лет и никогда не видел ни одной рыбы, вдруг появились тени под водой. Он поймал первую форель руками, просто потому что не знал, что так нельзя, и принес домой как доказательство. Через год Гул Назар уже не пас скот. Он стал проводником для рыболовов-туристов и зарабатывал за сезон больше, чем раньше за 3 года. Зима 2018-2019 года едва не похоронила всю программу. В ноябре температура в горах Хайбер-Пахтунхвы упала до минус 23 градусов, на 8 градусов ниже среднего показателя за последние 30 лет. Снег лег раньше обычного и лег толстым слоем. Небольшие озера на высоте выше 3500 метров промерзли насквозь. Не только поверхность, а весь водоем до дна. В таких озерах не выжило ничего. Биологи, которые контролировали программу из Пешавара, получали сообщение одно хуже другого. Из 72 контрольных водоемов первого этапа критические потери зафиксировали в 41. В 20 из них рыба погибла полностью. Захид Хамид позже говорил, что именно тогда, в декабре 18-го, он впервые по-настоящему засомневался в том, что программа имеет смысл. Но произошло кое-что, чего не предусмотрела ни одна инструкция. Местные жители начали спасать рыбу самостоятельно, без команды сверху, без оплаты, просто потому, что не хотели смотреть, как она гибнет. В деревне Торхо несколько мужчин прорубили лунки во льду на озере и круглосуточно дежурили рядом, не давая им замерзать снова. Они жгли костры на льду и каждые 2 часа разбивали ледяную корку палками. Дежурство длилось 26 дней подряд. В долине Латкух женщины из 3 семей перенесли мальков из замерзающего ручья в деревянные корыта прямо в своих домах. Держали рыбу в холодных сенях, меняли воду дважды в день, таская ее ведрами из незамерзающего родника в 100 метрах от дома. Из 200 мальков выжило 147. И по весне их выпустили обратно в ручей. Эти истории дошли до Пешавара только в марте, когда снег начал таять и дороги открылись. Чиновники, приехавшие проверять ущерб, обнаружили нечто неожиданное. В районах, где местные жители вмешались, потери оказались в 3 раза меньше, чем там, где рыбу оставили на волю природы. Это наблюдение изменило всю дальнейшую стратегию программы. До зимы 2018 года государство относилось к местным жителям как к рабочей силе, носильщикам и охранникам. После зимы их начали включать в программу как полноправных участников. Каждое село получило официальный статус хранителя закрепленных за ним водоемов. Вместе с этим статусом пришли небольшие деньги на инструменты: ледорубы, термометры, запасные баки для аварийного переселения рыбы. Важнее денег оказалось другое. Люди получили право голоса в том, какие озера зарыблять, а какие нет. Местный старейшина из Мастуджа по имени Сардар Хан указал биологам на 3 водоема, которые те включили в план, и объяснил: эти озера каждые 7-8 лет полностью пересыхают летом. Он видел это дважды за свою жизнь. Биологи проверили. Старейшина оказался прав. Все 3 озера исключили из программы, сэкономив несколько десятков тысяч мальков. Вторую зиму программа пережила с потерями вдвое меньшими, чем первую. Третью еще вдвое меньшими. К 4-му году зимняя смертность рыбы в контрольных водоемах упала до 18%. Это показатель, который специалисты по форелевому хозяйству в Норвегии назвали бы вполне приемлемым даже для давно освоенных угодий. Первая зима убила треть рыбы и спасла всю программу, потому что именно тогда стало ясно, кто на самом деле должен за ней следить. Пока в горах спасали рыбу от морозов, в Исламабаде ее топили в бумагах. Парламентский комитет по природным ресурсам запросил отчет о программе в январе 19-го, как раз в разгар той самой катастрофической зимы. Цифры в отчете выглядели удручающе. Потрачено $8 миллионов, погибло больше половины рыбы, туристов почти нет, экономического эффекта 0.
Несколько депутатов потребовали немедленно закрыть программу и провести расследование. Главным критиком выступил депутат от Карачи Фарук Саттар, который никогда в жизни не был в горах Хайбер-Пахтунхвы. Он выступил на заседании с речью на 20 минут, где назвал программу рыбной авантюрой за счет налогоплательщиков и потребовал уголовного преследования чиновников, которые ее одобрили. $8 मिलियन का हिसाब कौन देगा? अभी मछली मर गई, सियाहत सफर, इस प्रोग्राम को खत्म किया जाए. На заседании комитета он принес с собой не графики и не таблицы, он принес видео. 8 минут съемки из деревни Торкхо. Мужчины на льду, костры, лунки, усталые лица людей, которые не спали несколько недель, спасая рыбу, в которую сами поначалу не верили. Комитет смотрел молча. Программу не закрыли, но финансирование урезали на треть. Скептицизм был не только политическим. Среди биологов тоже не было единства. Профессор Лахорского университета Мухаммад Акрам опубликовал в 2020 году статью, где утверждал, массовое зарыбление горных озер неизбежно нарушит местные экосистемы. Форель – хищник. Она будет уничтожать местных беспозвоночных, личинок насекомых, мелких ракообразных. Через 10 лет в озерах останется только форель. И та начнет голодать. Статья получила широкое распространение в академических кругах. Несколько международных организаций, которые до этого присматривались к программе как к возможному объекту финансирования, взяли паузу. Норвежское агентство по развитию отложило переговоры о партнерстве на неопределенный срок. Команда Захида Хамида ответила через год, собственным исследованием, проведенным на 24 озерах. Результаты оказались неоднозначными. Акрам был частично прав. В 3 озерах с высокой плотностью рыбы популяции некоторых беспозвоночных действительно сократились. Но в остальных водоемах картина была другой. Форель поедала в основном личинок хираномид, комаров-звонцов, которых в горных озерах было избыточно много. Уничтожая их, рыба фактически расчищала экологическую нишу для других организмов. В 7 озерах из 24 биоразнообразие за 3 года не снизилось, а выросло. Но главный аргумент против скептиков пришел не из лаборатории. В 2021 году рыболовный туризм в провинции Хайбер-Пахтунхва принес задокументированный доход в $4 миллиона. Это были деньги, которые остались в горных деревнях. В чайханах, у владельцев лошадей, у женщин, которые готовили еду для туристов, у мужчин, которые стали проводниками. Средний доход семьи в районах, охваченных программой, вырос на 62% за 3 года. Депутат Фарук Саттар больше публично о программе не высказывался. Норвежское агентство возобновило переговоры в 2022 и выделило грант на расширение сети рыбоводных заводов. Профессор Акрам получил финансирование на долгосрочное экологическое исследование. Парадоксально, именно от той программы, которую критиковал. Его исследование продолжается до сих пор, и последние данные, опубликованные в 2023, показывают, при правильном контроле плотности рыбы экологический ущерб остается минимальным. Никто не верил. А потом деньги заговорили громче любых аргументов. К 2023 году программа перестала быть новостью. И именно тогда стало понятно, насколько глубоко она изменила горы. Журналист из Исламабада Имран Шах приехал в Читрал в августе 23-го, чтобы написать материал о туристическом сезоне. Он ожидал увидеть несколько рыболовов у озера и довольных чиновников с отчетами. Вместо этого он обнаружил работающую экономику, которая выросла практически из ничего за 5 лет. В деревне Аюн, где в 2018 году не было ни одного гостевого дома, он насчитал 14. Все 14 были заняты. Но не туристами из Исламабада, иностранцами. Рыболовный туризм в горах Пакистана начал привлекать людей из Европы и Персидского залива. Британцы, немцы, рыболовы из ОАЭ и Саудовской Аравии платили за недельный тур от $1,500 до $3,000. Для сравнения, аналогичный тур в Шотландии стоил вдвое дороже, а рыба там была та же самая форель. Пакистанские горы предлагали нечто, чего в Шотландии давно не осталось – полное отсутствие людей вокруг. Можно было провести 3 дня у озера и не увидеть ни одного постороннего человека. Это отсутствие людей стало главным продуктом, который продавала программа, сами того не планируя. Параллельно произошло кое-что, что не отражалось ни в каких отчетах. Браконьерство, которое исторически было серьезной проблемой в горных районах, глушение рыбы самодельными взрывчатками, перегораживание ручьев сетями почти исчезло. Не потому, что усилили полицейское патрулирование. Просто местные жители сами начали следить за водоемами, потому что рыба теперь стоила денег, живая. В озере для туристов она стоила значительно больше, чем мертвая на рынке. В деревне Бони местный совет старейшин в 2022 году самостоятельно, без участия государства, установил правила рыбалки для своих озер. Не больше 2 рыб в день на человека. Запрет на рыбалку в нерестовый период с октября по декабрь. Обязательное использование крючков без зазубрин для рыбы, которую отпускают обратно. Эти правила были строже государственных.
Нарушителей штрафовали, деньги шли в общий фонд деревни. Захид Хамид, когда узнал об этих правилах, сказал, что это лучший результат за все время программы. Не цифры вылова, не доходы от туризма, а то, что люди сами, без принуждения, начали охранять ресурс, который 5 лет назад не существовал. 5 лет тишины означали 5 лет роста, незаметного, постепенного, без громких заявлений. Форель в озере Шандур достигла среднего веса в 2 килограмма. Показатель, который в норвежских хозяйствах достигается за счет искусственного кормления. Здесь рыба выросла сама, на естественном корме, в воде, температура которой летом не поднималась выше 12 градусов. Сеть водоемов расширилась с первоначальных нескольких сотен до более чем 2000 озер и участков рек. Суммарная протяженность зарыбленных водных путей превысила 800 километров. Это больше, чем расстояние от Исламабада до Карачи. Имран Шах опубликовал свой материал в сентябре 23-го. Он написал одну фразу, которую потом цитировали многие. «Пакистан создал рыболовный рай в горах, пока все спорили о том, возможно ли это вообще». Форель не осталась в озерах. Она пошла вниз по рекам. Этого не планировали. Программа была рассчитана на замкнутые водоемы, озера и небольшие горные пруды, где рыбу легко контролировать и считать. Но форель – проходная рыба по своей природе, и никакие планы чиновников ее не останавливали. Мальки, выпущенные в верховье, скатывались в реки. Реки несли их дальше, в долины, в притоки, в места, куда программа официально не добралась. В 21 году рыбаки в нижнем течении реки Сват начали вытаскивать форель там, где ее не видели никогда. Не единичные экземпляры – косяки. Местный рыбак Назир Ахмат рассказывал, что однажды утром вытащил сетью больше 40 рыб за один раз и сначала решил, что ему снится сон. Он никогда в жизни не видел форели, только слышал о ней от людей, которые бывали высоко в горах. Река Читрал, которая берет начало в высокогорных ледниках и течет через одноименный район на 200 километров вниз, к 22 году стала форелевой рекой на всем своем протяжении. Биологи, которые проводили контрольный облов, обнаружили рыбу даже в нижних участках, где температура воды летом поднималась до 17 градусов, на 2 градуса выше теоретического предела комфорта для форели. Рыба адаптировалась. Это открытие заставило пересмотреть несколько базовых предположений программы. Если форель может жить и может жить при 17 градусах, то зона ее потенциального распространения в Пакистане значительно больше, чем считалось изначально. Захид Хамид начал говорить о второй фазе. Зарыбление рек Среднегорья на высотах от 800 до 1500 метров, где живет большинство населения провинции. Но реки принесли не только рыбу. Они принесли проблему, которую никто не предвидел. Форель в нижнем течении реки Сват начала конкурировать с местными видами рыб – махсиром и снежной форелью, которые исторически населяли эти воды. Махсир – крупная карповая рыба, священная для некоторых местных общин, символ реки. Рыбаки начали замечать, что махсира становится меньше там, где появилась форель. Точных данных не было, но слухи расходились быстро. В 23-м году группа местных активистов из долины Сват написала открытое письмо в провинциальное министерство. Они требовали остановить распространение форели в нижние реки и защитить популяцию махсира. Письмо подписали больше 300 человек, там рыбаки, фермеры, представители религиозных общин. Министерство ответило через месяц. Создали рабочую группу, заказали исследования, пообещали результаты через год. Стандартный бюрократический ответ. Но внутри программы этот сигнал восприняли серьезно. На нескольких участках реки Сват установили экспериментальные рыбозаградительные решетки. Конструкции, которые пропускают воду, но останавливают миграцию рыбы вниз по течению. Решетки работали неплохо, но требовали постоянного обслуживания. Горные реки несут много мусора, и решетки забивались после каждого сильного дождя. Тем временем в верховьях картина была однозначной. Река Мастуй, приток Читрала, к 23 году стала одной из лучших форелевых рек Азии, по оценке британского рыболовного журнала, который посвятил ей целый разворот. Журналист написал, что последний раз видел такую плотность рыбы в исландских реках 20 лет назад, до того, как туризм их окончательно освоил. В Мастуе форель стояла в каждой яме, за каждым камнем, крупная, сильная, непуганая. Непуганая, потому что большинство местных жителей до недавнего времени просто не умели ловить форель. Традиционная рыбалка в этих горах всегда была сетевой или с помощью яда из растений. Нахлыст – техника ловли форели на искусственную мушку. Здесь не существовал как понятие. Первые туристы, которые приехали с нахлыстовыми удочками, вызывали у местных искреннее недоумение. Зачем так сложно, если можно просто поставить сеть? Но сети на туристических реках были запрещены. И местные жители начали учиться нахлысту, потому что туристы платили хорошие деньги тем, кто умел их правильно провести по реке и показать, где стоит рыба. К 23 году в районе Читрал работало больше 60 сертифицированных нахлыстовых гидов. Все они были местными. Большинство научились этому ремеслу с нуля за 3-4 года.
Вместе с туристами в горы пришел интернет, не метафорически, буквально. Провинциальное правительство обосновало строительство вышек сотовой связи в отдаленных районах именно туристическими нуждами. Иностранцы не поедут туда, где нет связи. За 3 года покрытие распространилось на районы, куда телефонный сигнал не доходил никогда. Деревня Ричгол на высоте 2800 метров получила устойчивый сигнал в 2022 году. Впервые за всю свою историю. Для местных женщин это изменило больше, чем для кого-либо другого. В горных районах Хайбер-Пахтунхвы женщины традиционно не работали вне дома и не имели самостоятельного дохода. Туристическая экономика создала нишу, которая обходила это ограничение. Приготовление еды для туристов считалось домашним делом, а не работой. Женщины начали готовить и продавать обеды прямо из своих кухонь. Интернет позволил им принимать заказы заранее. Туристы писали из Исламабада, договаривались о ночлеге и питании еще до выезда. В деревне Калкач женщина по имени Захра начала в 2021 году готовить обеды для рыболовных групп. Через 2 года она открыла гостевой дом на 6 мест и наняла 2 соседок в помощь. Ее месячный доход превысил заработок мужа, который работал на стройке в Пешаваре. Муж вернулся домой и стал помогать ей вести хозяйство. В районе об этом говорили как о чем-то из ряда вон выходящем. И таких историй становилось все больше. Второе неожиданное последствие касалось леса. Обезлесение в горных районах Пакистана – хроническая проблема десятилетиями. Деревья рубили на дрова и строительный материал, склоны оголялись, начиналась эрозия. Программа зарыбления неожиданно ударила по этой проблеме с неожиданной стороны. Туристы хотели красивые берега, а не голые склоны над мутной от эрозии водой. Несколько туристических операторов прямо сказали местным общинам: если вода станет мутной от вырубки, рыба уйдет и туристы перестанут приезжать. Общины услышали. В 2022 году Совет старейшин района Торхо запретил вырубку деревьев в радиусе 300 метров от любого зарыбленного водоема. Запрет не имел юридической силы с точки зрения государственного закона, но в горных деревнях решение старейшин весит больше любого закона. За год площадь охраняемого леса вдоль рыбных рек и озер выросла на несколько тысяч гектаров, без единого государственного решения и без копейки государственных денег. Третье последствие было совсем неожиданным. Оно касалось птиц. Орнитологи из Лахорского университета, которые приехали в район Читрал в 2023 году изучать популяцию горного орла, обнаружили резкий рост численности нескольких видов птиц, питающихся рыбой. Зимородки, которые раньше встречались в этих горах редко, теперь сидели на ветках над каждым ручьем. Серые цапли появились на высотах, где их прежде никто не видел. Скопа, рыболовный орел, занесенный в Красную книгу Пакистана, загнездилась в долине Латкух впервые за 30 лет наблюдений. Орнитологи опубликовали короткую заметку в международном журнале. Заметку заметили, и в горы Хайбер-Пахтунхвы потянулись любители птиц. Это была уже совершенно другая аудитория. Пожилые британцы и немцы с огромными телеобъективами, которые тратили на снаряжение больше, чем рыболовы, и были готовы платить столько же за возможность сфотографировать Скопу над горной рекой. К концу 2023 года туристический поток в провинцию разделился на 3 примерно равные части: рыболовы, любители птиц и трекеры, которые просто хотели ходить по красивым местам. Программа, задуманная как рыбохозяйственная, превратилась в экотуристическую платформу, которую никто не планировал создавать. Захид Хамид в интервью 2023 года сказал, что предвидел примерно треть из того, что произошло. Остальные 2/3 стали для него такой же неожиданностью, как и для всех остальных. В июле 2023 года природа выставила счет. Муссон в тот год пришел на 3 недели раньше срока и принес вдвое больше воды, чем в среднем за последние 20 лет. Горные реки вздулись за несколько часов. Река Читрал поднялась на 6 метров выше обычного уровня за одну ночь. Такого не помнили даже старики. Сели сошли одновременно в 17 точках провинции. Дороги исчезли под метровым слоем грязи и камней. Деревня Бони, та самая, где местный совет установил самые строгие правила рыбалки, оказалась отрезана от внешнего мира на 22 дня. Мост через Читрал снесло в первую ночь. 4 туристические группы застряли в горах. 27 человек из Германии, Великобритании и Пакистана. Связь работала с перебоями. Те самые вышки, построенные для туристов, устояли, но генераторы на некоторых из них залило водой. Спасательная операция заняла 9 дней. Туристов эвакуировали вертолетами пакистанской армии по 2-3 человека за рейс, потому что высота и горный воздух не позволяли брать больше. Никто не погиб, но несколько человек получили переохлаждение. Рыба пережила наводнение лучше, чем люди. Это стало настоящим шоком для биологов. Они ожидали катастрофических потерь.
Мощный поводок должен был вымыть мальков из нерестилищ, разрушить структуру популяции, перемешать рыбу из разных водоемов. Контрольный облов, проведенный в сентябре, показал нечто противоположное. В большинстве озер численность форели не снизилась. В 8 водоемах она выросла. Поводок смыл в озера огромное количество органики с горных склонов, устроив рыбе внеплановый пир. Форель отреагировала взрывным ростом. Но в реках картина была другой. И именно там скрывался настоящий сюрприз. Поводок перемешал популяции. Рыба из верховей оказалась в среднем течении. Рыба из притоков в основных руслах. Генетический анализ, проведенный командой из Пешаварского университета в октябре, показал несколько популяций, которые развивались изолированно в разных водоемах на протяжении 5 лет. После паводка начали скрещиваться. Это было неожиданно и потенциально очень важно. Изолированные популяции за 5 лет начали адаптироваться к конкретным условиям своих водоемов. Форель из высокогорных озер стала чуть мельче, но выносливее на морозе. Рыба из быстрых горных рек приобрела более обтекаемую форму тела. Поводок принудительно скрестил эти линии, и что из этого выйдет, не знал никто. Это мог быть гибридный тупик, а могло быть начало новой, более приспособленной популяции. Захид Хамид назвал это экспериментом, который поставила сама природа. Он сказал, что ни один ученый не получил бы разрешения на такой эксперимент намеренно. Слишком высокий риск. Природа провела его сама, без разрешений и комитетов. Поводок обнажил и другую проблему – инфраструктурную. Большинство гостевых домов, построенных за 5 лет туристического бума, стояли слишком близко к воде. Их строили там, где красиво, у самой реки, с видом на воду. 18 строений в разных районах провинции были частично или полностью разрушены. Суммарный ущерб туристической инфраструктуре составил около $900 тысяч. Страховки не было почти ни у кого. В горных деревнях страхование имущества оставалось экзотикой. Но уже через месяц после того, как вода спала, люди начали отстраиваться. И строили уже иначе. Дальше от воды, на более высоких точках берега. Несколько владельцев гостевых домов объединились и наняли инженера из Пешавара, чтобы тот выбрал безопасные места для новых построек. Инженер приехал, осмотрел берега и сказал, что за свою карьеру впервые видит, чтобы после стихийного бедствия люди сразу думали о правильном строительстве, а не просто восстанавливали то, что было. Туристический сезон 2024 года открылся с опозданием на 3 недели, но открылся. Рыба в реках и озерах никуда не делась. Скопа над долиной Латкух вывела птенцов 2-й год подряд. А генетический эксперимент природы продолжался сам по себе в холодных водах горных рек, и его результаты должны были проявиться через несколько лет. В 24 году Гул-Назар, бывший пастух с озера Шандур, купил 2-го коня и нанял помощника. Его очередь на проводников была расписана на 2 месяца вперед. 5 лет назад его семья жила на $300 в год. Теперь он зарабатывал столько за 3 недели сезона. История программы зарыбления горных водоемов Пакистана к 2024 году выглядела как учебный пример того, как одно решение тянет за собой цепочку последствий, которые невозможно предсказать полностью. Государство выпустило рыбу в горы и получило интернет в отдаленных деревнях, работающих женщин в консервативных общинах, охраняемые леса без природоохранного законодательства и гнездящуюся скопу там, где ее не было 30 лет. Суммарный доход от рыболовного и экологического туризма в провинции Хайбер-Пахтунхва в 2023 году составил $7 миллионов. Это почти равно стоимости всей программы за первые 5 лет. Иными словами, программа окупилась и продолжает приносить доход каждый следующий сезон. Средний доход семьи в районах, охваченных программой, вырос за 5 лет на 62%. Отток молодежи в города замедлился, впервые за 2 десятилетия. В районе Читрал в 2023 году зафиксировали положительный миграционный баланс. Людей приехало больше, чем уехало. Такого не случалось здесь с 80-х. Но главный вопрос, который звучал в самом начале, было ли это умным решением или дорогостоящей ошибкой, получил неожиданный ответ. Оказалось, что это было и тем, и другим одновременно. Программа допустила серьезные просчеты, неправильно выбранные водоемы, недооцененные зимние риски, непредвиденное распространение форели в нижние реки с угрозой для Махсира. Эти проблемы не исчезли, они решаются до сих пор медленно и без гарантии результата. Одновременно программа сделала то, что не умеет делать большинство государственных проектов. Она запустила процессы, которые продолжились сами по себе, без дальнейшего вмешательства государства. Местные общины взяли охрану водоемов в собственные руки. Лес начал восстанавливаться без приказа сверху. Экономика выросла там, где для нее не было никаких предпосылок, кроме чистой воды и рыбы в ней. Захид Хамид в 2024 году начал консультировать правительства Таджикистана и Киргизии. Обе страны заинтересовались пакистанским опытом для своих горных районов. Он привозил чиновников в Читрал и показывал им не отчеты, а людей. Гул-Назара с его конями. Захру с ее гостевым домом. Если вам понравилась эта история о том, как рыба может изменить целые регионы, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше интересных историй и статей, которые заставят вас задуматься. Может, именно рыбы и спасут мир.
Ссылка в описании. Совет старейшин деревни Бони с их самодельными правилами рыбалки, которые строже государственных. Профессор Акрам, который 5 лет назад предупреждал об экологических рисках, в 2024 году опубликовал итоговый доклад по своему долгосрочному исследованию. Вывод звучал осторожно, но однозначно. При соблюдении норм плотности рыбы горные экосистемы Хайбер-Пахтунхвы справляются с присутствием форели без критического ущерба. Популяция моксира в реке Сват требует отдельного мониторинга и защитных мер. Это открытая проблема. Но в целом экологический баланс удержан. 2018 год дал ответ на вопрос, который никто не формулировал вслух. Что происходит, когда бедный горный район получает ресурс, которого у него никогда не было? Ответ оказался таким. Люди берут этот ресурс, защищают его лучше, чем любое государственное ведомство, и строят вокруг него экономику быстрее, чем любой чиновник мог запланировать. Форель в озере Шандур весит сегодня в среднем 2,5 килограмма. 6 лет назад в этом озере не было ни одной рыбы. Это и есть ответ.